Приветствую вас на канале Секреты еврейского успеха. Сегодня поговорим о том, почему еврей не может зависеть от других людей, почему еврей должен быть независимым и почему это самый правильный путь, как еврею идти по этой жизни. Давайте разбираться. Очень много людей воспринимают Тору как книгу рассказов о том, что было когда-то очень давно и что абсолютно не имеет отношения к текущей реальности. Так вот, это неверный подход. Я, в принципе, сам только учусь воспринимать немножко по-другому Тору, немножко больше учиться, и когда ты погружаешься в эти все моменты, то тебе многие вещи становятся совсем по-другому понятны, и ты многие вещи оттуда можешь почерпнуть. Так вот, одна из таких вещей, как, собственно говоря, идти по жизни, стоит от кого-то зависеть, не стоит от кого-то зависеть. Есть очень разные подходы, какой из них правильный, как говорится, можно долго спорить, а можно посмотреть, что по этому поводу говорят наши мудрецы. Что говорят на этот счет наши мудрецы, мы можем увидеть из двух примеров, которые я почерпнул из лекции Рава Байтмана, для того, чтобы сейчас не попасть на воровство, потому что если кто-то думает, что воровство это только деньги, то это не так. Так вот, для того, чтобы не попасть, не нарушить воровство, не нарушить запрет воровства, я, собственно говоря, привожу источник. Я взял это из лекции Рава Байтмана. Кто захочет послушать, там всего лишь час 30, может быть, час 40. Так вот, значит, и он приводит два таких примера. Первое, это значит, в Гмаре разбирается, как коэн должен омыть руки и ноги. Я думаю, что ни для кого не секрет, что мусульмане омывают перед молитвой руки и ноги. Я думаю, что это взято у нас. Коэн – это первосвященник, который пришел служить в храм, должен мыть руки и ноги, потому что он должен смыть ритуальную нечистоту. Так вот, и разбираются разные там ситуации, как он должен это сделать и в какой, собственно говоря, позе ему надо стать для того, чтобы одновременно омыть и руки, и ноги. И вот не будем сейчас вникать во все эти, как говорится, разбирательства. Суть в том, что иногда бывает, что это невозможно, если у тебя нет каких-то других подручных средств. Так вот, разбирается там один из примеров, а давайте другие два коина его поддержат, один за одну руку, другой за другую, и он омоет руки и ноги одновременно. Так вот, говорят нам, это не служение. Для еврея, для коэна это не служение. Когда его кто-то поддерживает, это неправильно. Теперь вторая ситуация, которая приводится, это каждый еврей 3 раза молится в день. Молитва Шмонайсре, Амида. Так вот, значит, и если он на что-то облокотился, так что если это убрать, то он упадет, то, соответственно, так молиться нельзя. Так вот, из этих двух ситуаций мы делаем большой вывод, что еврей, для того, чтобы он выполнял полноценно свою функцию, для того, чтобы он был полноценным евреем, он должен быть независимый. Почему? Потому что, понятное дело, что мы живем в материальном мире, каждый шаг стоит денег, и если, ну вот представьте, если бы президент каждый день обращался бы к гражданам, дайте мне, пожалуйста, денег на бензин, потому что мне надо ехать говорить с другим президентом. Я думаю, что это был бы абсурд. Так вот, и с нашей точки зрения немножко абсурд, если у еврея нет денег выполнять свою миссию. Ему надо накрыть на шаббатний стол, а у него денег нет. Ну, это бывает, но я думаю, что это не самая хорошая ситуация. Вот, еврею надо купить тфилин, а у него нет денег. Кстати, тфилин это не дешевая штука. Так вот, отсюда мы учим, что еврей должен делать все для того, чтобы стоять плотно на ногах, чтобы обеспечить себя самостоятельно. И, как говорится, всегда лучше поддерживать других, даже если у них это будет, может быть, не самое лучшее служение, чем самому не выполнять свою функцию из-за того, что где-то там что-то не доработал, и в итоге у тебя нет денег на то, чтобы быть, как говорится, самим собой. В заключение я бы хотел сказать, что понятное дело, что бывают разные ситуации. Бывает, как говорится, вверх, бывает вниз. И это нормально, когда случается что-то, когда нам нужна поддержка. И нет вообще никакой проблемы обратиться. И в основном еврейский народ поддерживает своих, никого еще не бросает. По крайней мере, все, что у меня на текущий момент есть, это только благодаря евреям и еврейскому народу. Поэтому это случается и это бывает. Но что я хотел сказать, это то, что нормальная цель, нормальное явление – это стремиться к тому, чтобы действительно
быть независимым, то есть мы можем быть в процессе, но не нужно, как говорится, изначально идти к тому, что я там всегда прошу помощи, меня все устраивает. Так вот, такой путь – это для еврея не норма, это не очень хорошо. Нормальный путь – это когда у тебя все хорошо, и ты еще помогаешь тем, кто еще этого не добился. И это для еврея, как по мне, самый правильный путь. По крайней мере, я для себя выбрал, что для меня это является самым оптимальным. Лучше быть среди дающих, чем среди просящих. Поэтому я желаю, чтобы у каждого еврея была возможность помогать и как можно меньше было необходимости у кого-то просить помощи. И я думаю, что когда мы все будем среди дающих, тогда у нас все будет хорошо и у каждого отдельно, и глобально у народа в частности, чему я каждому еврею и желаю.